Всем привет! Это вторая часть, и мы с вами продолжаем вязать пинетки крючком. В прошлом видео мы связали стопу, подошву пинеток, а теперь продолжим вязание. Вот что у нас в итоге получилось. Сейчас мы будем вязать вот эти 4 ряда. Посмотрите. 1, 2, 3, 4. Столбиками без накида. Но в каких-то рядах мы будем вязать за заднюю стенку, а в каких-то за обе стенки. Но здесь ничего сложного нету, я вам все покажу. Итак, вот наша подошва. Оставляем только один маячок, а именно начало ряда. И сейчас мы будем вязать только за заднюю стенку. Поглядите, вот так мы раньше вязали за обе стенки. Заводили крючок, и на крючке было 2 петли. А сейчас заводим крючок только за заднюю стенку, захватывая всего одну петельку. Давайте приступим. Делаем воздушную петлю подъема и приступаем к вязанию ряда. Как я уже сказала, будем вязать только за заднюю стенку. Заводим крючок и провязываем столбик без накида. Так мы будем вязать весь ряд. Важно заметить, что в этом ряду никаких прибавлений у нас не будет. Только по одному столбику без накида мы вяжем в каждую петлю. И так провязываем весь ряд столбики без накида за заднюю стенку. Таким образом мы переходим как бы с подошвы пинеток на боковую часть. И оставляем еще одну стенку у ряда для того, чтобы мы могли потом обвязать контрастным цветом нижнюю часть пинеток. Итак, провязываем по одному столбику без накида за заднюю стенку весь ряд до конца. Давайте довяжите ряд до конца самостоятельно до нашего маячка, который мы отметили. Теперь нам нужно соединить начало и конец ряда. Заводим крючок в первый столбик без накида и с ним соединяем. Все, ряд у нас закончен. Посмотрите, за счет того, что мы не делали прибавление, у нас начинает закругляться вот так пинеточка. Ну а следующий ряд очень простой. Одна воздушная петля подъема и начиная с первой петельки провязываем столбики без накида. Желательно первую петлю отметить булавочкой или таким маячком, чтобы у нас не было проблем при соединении ряда, чтобы мы всегда знали, где у нас начинается, где заканчивается ряд. Сейчас мы провязываем столбики без накида уже за обе стенки. Все последующие ряды вяжем за обе стенки. Заводим крючок, захватывая 2 петельки. Посмотрите, что у нас получается. Сейчас мы с вами вяжем второй ряд у пинеточки. Всего таких рядов должно получиться 4. Но это также зависит от размера пинеточки, от вашего малыша и от толщины ниток. Поэтому, если вам нужно провязать еще 1 или 2 дополнительных ряда, то всегда вы можете это сделать. Итак, ряд заканчиваем мы и соединяем с первым столбиком без накида. Но для тех, кто только начинает вязать, у кого еще нет достаточного опыта, я советую всегда первую и последнюю петельку ряда отмечать маячками. Посмотрите, для того, чтобы мы, как я уже говорила, не провязывали в соединительные петли дополнительные столбики. Вот в эту петельку, чтобы мы не провязали. Ну а мы вяжем третий ряд. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема и столбик без накида. Сразу переносим маячок на ряд выше и делаем столбики без накида по одному столбику в каждую петлю.
За обе стенки заводим крючок. Так провязываем весь ряд. И еще раз хочу сказать, почему нужно отмечать первую и последнюю петельку в рядах, особенно для тех, кто только начинает, кто учится вязанию. Очень часто мне приходит сообщение, что вязание идет неровным, почему-то оно расширяется, и вязальщица не понимает, где же, в каких местах произошло прибавление. Чаще всего как раз вы вяжете в соединительную петельку. Вот смотрите, сейчас мы провязываем в последнюю петлю ряда, маячок переносим и соединяем с первой петелькой. А вот она, соединительная петля, в нее вязать не нужно. Сразу заводим крючок в первый столбик без накида и соединяем ряд. Тогда у нас получается вот такая вот ровная пинеточка, вязание идет ровным. Довязываем еще 4 ряд самостоятельно, вяжется он точно так же, как и 3. И в конце делаем 2 воздушные петли. Нить отрезаем, узелок мы затягиваем. Все. Посмотрите, что у нас сейчас получилось. Ну а сейчас, как я уже сказала, мы будем обвязывать нижний край пинеток контрастным цветом. Помните, мы вязали за заднюю стенку. Один ряд у нас осталась передняя стенка свободная. Вот за эту стеночку как раз мы будем обвязывать. В вязании этот ряд у пинеток называется рант, и он придает пинеткам вид ботинка. Я буду вязать в 2 нити, поскольку пряжа коричневого цвета намного тоньше, чем пряжа основного цвета. Итак, делаем первую рабочую петельку, берем нашу пинетку, посмотрите, вот он край, за который сейчас мы и будем вязать. Чтобы правильно связать рант, нам нужно положить пинетку лицевой стороной подошвы к себе, обратить. Теперь заводим крючок за свободный край и протягиваем нить. Узелок также можно протянуть вместе с нитью. Посмотрите, вот она подошва, обращена к нам. Теперь делаем воздушную петельку подъема и провязываем по одному столбику без накида за переднюю стенку ряда. Но сейчас непонятно, передняя стенка или задняя. Вот у нас свободный край, за который мы и будем вязать. По одному столбику без накида в каждую петлю. В этом ряду также нам не пригодятся прибавления. Просто вяжем в каждую петлю по одному столбику без накида. Так. Этот ряд очень важен, как мне кажется, и когда мы не провязываем рант, то пинетки у нас больше напоминают носочек. А когда мы обвязываем пинеточку, они лучше держат форму и такие вот красивые у нас становятся. С лицевой стороны пинетки ряд у нас расположен изнаночной стороной. Посмотрите, видите? Именно такого эффекта мы и добиваемся. То есть, когда мы смотрим на пинетку, рант у нас с изнаночной стороны. Ряд довязываем, соединяем с первым столбиком без накида, в конце ряда делаем 2 воздушные петли, нить отрезаем и затягиваем тугой узелок. В дальнейшем надо будет ниточку заправить. И сейчас мы можем продолжить вязание. Посмотрите, нам нужно найти середину нашей пинетки. Пересчитайте количество петель в ряду, у меня получилось 40 петель. Затем
Вначале у нас была цепочка из 10 воздушных петель, значит, можно отсчитать 5-ю воздушную петельку, поднять ее вот так наверх и отметить. То есть примерно мы нашли серединку пинетки. Теперь находим серединку пинетки с другой стороны. Посмотрите, у меня всего 40 петель в ряду, я отсчитываю 20-ю петлю и отмечаю ее маячком. Если у вас немножко серединка смещена на одну петлю, то ничего страшного. Вот сейчас еще раз пересчитаем, определяем, что все правильно мы отметили. Но, как я уже сказала, если где-то у вас на одну петельку смещено вязание, это будет незаметно в дальнейшем, на это не обращайте внимания. Но сейчас я вам покажу, как вязать мысок у наших пинеток. Заводим крючок в этом ряду снова только за заднюю стенку. Тут тоже это важно. Вот готовая пинетка, на ней отмечены все петельки важные маячками. Синяя петелька – это середина пинеток, а красная петелька – это 5-я петелька. Мы будем вязать 5 петель, 5 столбиков без накида и не делая никаких прибавлений или убавлений. После красного маячка мы будем делать убавления. То есть от середины пинеток с каждой стороны мы откладываем по 5 петель и провязываем 5 столбиков без накида. Вначале делаем первую рабочую петельку, заводим крючок в петлю, отмеченную маячком, и протягиваем нить. Узелок оставьте внутри пинетки. В начале ряда делаем первую рабочую петлю и провязываем 5 столбиков без накида, обязательно за заднюю стенку. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Все. 5 столбиков мы с вами провязали. Я отмечаю вот эту вот петельку. То же самое мы сделаем с другой петелькой. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 и отмечаем 5-ю петельку. Между двумя маячками, между синим и желтым маячком, мы будем делать прибавление, а именно 2 столбика без накида вместе. Вот здесь мы делаем убавление, 2 столбика без накида вместе. А затем от синего до оранжевого маячка мы будем делать по одному столбику без накида в каждую петлю, не делая никаких убавлений. Видите, как удобно использовать вот такие маячки. Итак, вяжем 2 столбика без накида вместе. Заводим крючок в первую петлю, протягиваем нить, заводим крючок во вторую петлю, протягиваем нить. На крючке было 3 петли, стало 1. Снова завели, протянули нить и еще раз протянули нить. Из 3 петель делаем 1. Это у нас называется 2 столбика без накида вместе. Проделываем еще раз. Заводим крючок, протягиваем нить. Заводим крючок в следующую петлю, протягиваем нить. Из 3 петель на крючке делаем 1. И вот тут то же самое может быть. Посмотрите. Иногда остается 1 петелька, вот она, а нам нужно 2. И я поэтому захвачу петельку, отмеченную синим цветом, и буду ее использовать при вязании 2 столбика без накида вместе. То есть при вязании пинеток нет строгих прям правил, как нужно вязать. Иногда можно где-то добавить петельку, где-то убавить, ничего в этом страшного нету. Теперь от синего маячка до оранжевого мы провязываем столбики без накида по одному столбику в каждую петлю. В следующих рядах мы будем вязать уже за обе стенки. Только один ряд нужно было провязать за заднюю стенку. Делаем воздушную петлю подъема и провязываем от оранжевого маячка до синего по одному столбику за обе стенки, по одному столбику без накида в каждую петлю. Вот, провязали до синего маячка.
Затем снова делаем убавление. Заводим крючок в одну и во вторую петлю, протягиваем нити, из 3 петель делаем одну. Завели крючок в одну петлю, во вторую, из 3 петель делаем одну. То есть мы снова вяжем 2 столбика без накида вместе. И дошли сейчас до желтого маячка. От желтого маячка до зеленого мы провязываем по одному столбику без накида в каждую петлю. Здесь уже убавлений делать не нужно. Так, и довязываем ряд. Как я уже сказала, вяжем всегда теперь за обе стенки. Посмотрите, вот у нас мысок у пинетки закругляется очень аккуратно. Нам сейчас нужно провязать всего один ряд. По краям мы снова будем вязать только столбики без накида, по одному столбику без накида в каждую петлю, а в серединке сделаем особое убавление. Но в этом ряду мы от края отсчитаем всего по 4 петли. 1, 2, 3, 4. И отмечаем 4-ю петельку. У меня это голубой маячок. И со второй стороны. 1, 2, 3, 4. 4-ю петельку также нужно отметить. Все. Теперь мы вяжем от края до маячка столбики без накида. Вот они, а в серединке все петли провяжем вместе. Итак, начинаем. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема и 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. А теперь будем вязать столбики с накидом вместе. Посмотрите. От голубого до желтого маячка мы провяжем все петли столбиками с одним накидом вместе. Количество столбиков тут не важно, потому что мы их сразу все вместе провяжем. Делаем накид на крючке, заводим крючок в следующую петлю и провязываем накид. Стоп. Далее делаем накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем накид, на крючке уже 3 петли. Накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем накид. Накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем накид, на крючке 5 петель, из них делаем одну. Все, посмотрите. А далее мы провязываем 4 столбика без накида, по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3, 4. Мы с вами связали мысок. Посмотрите, какой он получился. Все теперь маячки или это у вас цветные ниточки мы можем убрать. Они нам уже не пригодятся. Давайте поглядим, что же у нас получилось в итоге. Так, вот такая вот пинеточка, вот такой мысок. Но посерединке нам нужно соединить наш мысок. Так, для этого выворачиваем наизнанку пинетку и с изнаночной стороны одним рядом из столбиков без накида будем соединять петельки. В начале ряда опять воздушные петли подъема, затем с одной стороны заводим крючок и со второй стороны в петельки заводим крючок и провязываем столбик без накида. А чтобы шов у нас получился аккуратный, мы здесь заводим крючок за заднюю стенку, а там за переднюю. Посмотрите, здесь за заднюю, а здесь крючок заводим за переднюю. То есть не за обе стенки, а с каждой стороны всего захватываем по одной стеночке. И
Тогда у нас получится очень аккуратный шов. Он не толстый, и малышу он не будет мешать. В конце мы делаем 2 воздушные петли, отрезаем ножницами нить и затягиваем узелок. А вот что у нас с вами должно получиться. Теперь выворачиваем пинетку на лицевую сторону. Посмотрите на тот мысок, который мы с вами связали, чтобы он получился у вас аккуратный. Ну а продолжим вязание пинетки мы уже в следующей части. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!